Всем привет, ребята! Сегодня у нас на канале ролик по острову Рассвета. Но перед тем, как мы начнем, хочу сказать огромное спасибо каждому из вас. Благодаря вашей поддержке, комментариям, лайкам и активности наш канал достиг очень важной отметки– 3000 подписчиков. Это реально крутой результат, и все это стало возможным только благодаря вам. И как я обещал, в честь этого события мы запускаем розыгрыш 5 сертификатов по 499 ледяных звезд. Чтобы принять участие, переходите в мой телеграм-канал. Там вся информация и условия розыгрыша. Но это еще не все. Я знаю, что многие из вас ждали, и поэтому сразу после окончания розыгрыша в следующем видео на канале будет подробный разбор медвежьей ловушки. Будет несколько видео, посвященных этому аспекту, но один из них выйдет уже сразу после розыгрыша. Обязательно заходите, будет очень интересно и полезно. А теперь давайте перейдем к теме сегодняшнего выпуска «Остров Рассвета». Его возможности, ошибки игроков и как правильно его развивать. И раз вы уже заварили чаек, давайте начинать. За последние полгода на острове появились определенные изменения. И сейчас мы постараемся их детально обсудить. Многие уже знают, что остров Рассвета открывается на 19 уровне топки. Сначала вас ждет трехдневное путешествие на корабле. В этот период вы получаете награды, а затем прибываете на сам остров. Остров– это отдельная локация, где вы можете прокачивать военные, экономические и исследовательские показатели вашего города. По сути, это что-то вроде научного центра, поэтому игнорировать эти улучшения не стоит. Как только у вас появляется возможность, сразу занимайтесь прокачкой. Помимо этого, вы можете остров украшать декором. Но лично я этим не пользуюсь, потому что я не сторонник декора. Главная валюта для развития острова– это сущность жизни. С ее помощью вы улучшаете здание. Она накапливается так же, как и освоение. И часть приходит вам в оффлайн доходе. Поэтому не забывайте вовремя забирать добычу. Перед тем, как мы начнем обсуждать главные функции острова, небольшая реклама для вас. Не знаешь, где выгодно купить морозные звезды в Whiteout Survival? Заходи в SkyShop Market. Пополняй морозные звезды на любой аккаунт по ID, себе или же другу. На сайте также можно приобрести валюту и предметы для других популярных игр. Mobile Legends, PUBG Mobile и многих других. Сделать покупку просто. Выбираешь игру, в нашем случае Whiteout Survival, указываешь нужное количество морозных звезд, вводишь ID своего аккаунта и email и оплачиваешь удобным для тебя способом. Звезды приходят максимально быстро, без задержек и лишних ожиданий. Ссылка на SkyShop Market в описании под этим видео. Одним из первых источников сущности жизни станет прокачка основного здания на острове Древо Жизни. За выполнение простых миссий вы будете получать приятные бонусы, а также это ценный ресурс, который очень помогает на старте развития. Следующий вариант добычи– это лесопилка. Здесь важно следить за рабочими и стараться находить здания максимально близко к деревьям, чтобы не терять время и ресурсы. Эта функция у меня уже давно недоступна на острове. Но если вы только начали свой игровой путь, то вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Еще один способ– это сундуки на острове. По мере его очистки вы сможете находить сундуки с наградами. В своем телеграм-канале я оставлю карту с точками их расположения, чтобы вы могли быстрее прокачивать остров за счет дополнительных бонусов. Не забывайте и про помощь союзникам. 3 раза в день вы можете навестить участников Альянса и получить немножко сущности. Помимо этого, следующий важный источник добычи сущности– это сражение альянсов. Каждый день, в зависимости от итогового рейтинга вашей команды, вы получаете награду в виде сущности жизни. И неважно, победили вы этот день или проиграли. И не забывайте, что пару недель назад я вам снял информацию, как можно с легкостью забрать первые места в этом мероприятии. Ссылка на видео у вас сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. И напоминаю, что это мероприятие уже стартует в понедельник. Теперь давайте вернемся к острову. После того, как вы вырубаете все деревья на острове, у вас откроется новое здание– деревообрабатывающий завод. Он будет приносить сущность в пассивном доходе. Таким образом, у вас появится 2 здания, которые стабильно будут генерировать вам сущность жизни. Это древо жизни и деревообрабатывающий завод. Не забывайте регулярно собирать с них добычу. Напоминаю, что пассивный доход на этих зданиях 12 часов. Так что обязательно заходите в игру. И теперь давайте поговорим про главное здание на этом острове– Древо Жизни. На сегодняшний день доступно всего 10 уровней древа. За каждое повышение уровня вы получаете бонусы, которые вы сейчас видите на экране. Помимо этого, у вас будет меняться внешний вид самого здания. Чтобы прокачивать само древо, вам необходимо будет сущность жизни и очки процветания. Они добываются при постройке сооружений. Важно понимать, что древо жизни– это ключевое здание на старте игры. Помимо бонусов за уровень, именно через его прокачку открываются новые постройки, которые делятся на несколько категорий. Их мы с вами обсудим немного позже. Следующее здание по приоритетности– это лесопилки. Именно с их помощью вы добываете сущность жизни на начальном этапе, пока на карте есть деревья. И тут вам хочу дать совет. Прокачивайте лесопилки параллельно с древом жизни. Чем выше уровень лесопилки, тем быстрее идет добыча. Сначала у вас будет только одна лесопилка, а после прокачки древа жизни до 5 уровня появится возможность построить еще одну. По приоритетности далее идет звездный маяк. За каждое повышение его уровня вы получаете бонус смертоносности и здоровья войск. Основная валюта для улучшения маяка
Это контракты на постройку обычных объектов. Вы их можете получать следующим образом. И первый вариант – это в магазине. Вы можете забирать один контракт раз в неделю. Следующий вариант – это в мероприятиях «Король ледяного поля» и стадии подготовки СВС за выполнение ежедневных миссий. В недавнем обновлении в игру добавили аналог «Звездного маяка» – это «Гавань надежды». Улучшается она по такому же принципу, как и маяк, но вот открыть его на сегодняшний день задача непростая. Единственным вариантом была покупка в магазине Иния. За 1000 ракушек можно было получить чертеж «Гавань надежды». Этой возможностью в основном пользовались киты, ведь у них звездный маяк уже давно прокачан на максимум. Для игроков со слабым донатом или вовсе без него пока что нет смысла гнаться за этим зданием. Мы будем ждать других способов его получения. И кто знает, возможно администрация со временем добавит новые варианты добычи чертежа. Теперь давайте перейдем к базовым зданиям, которые доступны на острове. На сегодняшний день существует 5 классов построек. Обычные, необычные, редкие, великие и мифические. Чем выше уровень здания, тем больше сущности жизни требуется для улучшения. И тут важный момент. Каждое здание имеет лимит на постройку. Для редких и выше всегда лимит 1. Для обычных и необычных лимит больше. Вот на примере флага войны. Вы его можете построить до 5 штук. Это означает, что вы можете получать дополнительный бонус к процветанию, дублируя такие здания. И лимит этого здания 5. Соответственно, построив данное здание 5 раз, вы получаете по 100 бонуса процветания каждому зданию. Если вы построите здание куча груза, то вы получите по 50 бонусов к процветанию. И лимит на это здание 2. Если вы построите иглу, у вас есть возможность ее построить 2 раза. Из-за этого вы получаете 2 раза бонус к процветанию по 50. Итак, вы должны анализировать каждое здание, для того, чтобы увеличивать ваш бонус процветания. Но занимайтесь этим в конце, когда построите и улучшите все основные здания у себя на острове. И как я вам сказал только что, в первую очередь улучшайте здания от уровня редкого и выше, так как у них лимит 1. Именно они дают самые полезные бонусы. А затем уже занимайтесь дополнительными зданиями ради процветания. Как только вы повышаете уровень древа жизни, открываются новые виды зданий. И по возможности сразу приобретайте их в магазине. Начиная с уровня редкого и выше, вы получаете действительно важные бонусы, такие как скорость строительства, скорость сбора ресурсов, скорость исследований, лечение, вместимость и скорость передвижения войск, а также боевые показатели, атаки, защиты и здоровья. Теперь давайте разберем последовательность улучшения зданий на острове. В разрезе редких зданий в первую очередь улучшайте украшения на скорость строительства и исследований. Затем здания на вместимость при отправке войск. После этого переходите к бонусам на скорость тренировки войск и скорости марша. И в конце уже имеет смысл прокачивать здания на скорость добычи ресурсов и лечения. Касательно великих зданий, то приоритет тут следующий. В первую очередь улучшайте украшения на скорость строительства. Далее переходите к боевым навыкам. Защита пехоты, атака копейщиков и атака стрелков. Уже после этого можно заниматься менее приоритетными постройками, которые дают общий бонус к процветанию и помогают прокачивать древо жизни. Касательно мифических зданий, то тут порядок примерно такой же, как и у великих. Сначала прокачивайте атрибуты на защиту пехоты, а затем уделяйте внимание атаке копейщиков и лучников. Помимо стандартных зданий, которые вы можете приобрести в магазине Острова Рассвета, у вас есть возможность получать уникальные постройки и скины из различных ивентов от администрации. Вот, к примеру, украшение «Грузовик в тундре» и «Огромный рог». Их можно получить за активное участие в сражении Альянса. Скин «Грибное царство» доступен за жетоны облика. Эти жетоны в небольшом количестве выдаются за ежедневные миссии, а также периодически их можно получить в различных мероприятиях. Скин «Меч завоеваний» недавно стал доступен за участие в стадии подготовки и битве СВС. Из свежих добавлений – снегоуборочная арена, которую вы можете получить в ивенте «Снегоуборщики». Также отдельно хочу остановиться на 2 скинах – «Прибежище героя» и «Цитадель света». Как вы знаете, со временем «Цитадель света» можно улучшить до максимального 10 уровня. И тут возникает вопрос, что делать с лишними копиями? Ответ прост. Вы заходите в магазин переработки, где можно продать дубликаты, а полученную сущность использовать для прокачки приоритетных зданий, о котором мы с вами говорили ранее. И еще один важный момент. Некоторые здания, которые вы получаете в игре, можно улучшать с помощью общих мифических фрагментов украшений. И тут мой совет вам. Старайтесь забирать все уникальные здания первого уровня из мероприятий, а затем их уже улучшайте общими фрагментами. Не тратьте фрагменты на стандартные здания из магазина острова. Они того не стоят. Где вы можете взять мифические фрагменты? Первый вариант – это в магазине Лабиринт, но с недавнего времени приоритетность на них отпала в этом магазине. Следующая опция – это в двухдневных ивентах от администрации.
гонка вооружений, обучение офицеров, братья по оружию и усмирение зверей. За попадание в рейтинг топ-10 вы можете получить небольшое количество фрагментов. А основной вариант добычи – это в магазине Острова Рассвета. Один фрагмент вам обойдется в 6000 сущности жизни. Вот, в целом, и все, что я хотел вам рассказать про Остров Рассвета. От себя хочу добавить. Очень часто замечаю, что на старте игры многие игроки пренебрегают прокачкой острова. И это большая ошибка. Ведь именно здесь вы получаете бонусы к экономике, боевым параметрам и развитию. Поэтому уделяйте внимание и этому направлению с самого начала игры. Эта игра построена на мелочах, и мы играем в нее в долгую. А Остров Рассвета – это важнейшая часть развития вашего аккаунта, которую точно нельзя игнорировать. Ну что, друзья, вот и все, что я хотел вам рассказать про Остров Рассвета. Надеюсь, этот ролик был полезным для вас. И теперь вы будете уделять больше внимания этому важному элементу игры. Не забывайте поставить лайк за обновленный гайд. Еще раз напоминаю, у нас идет розыгрыш 5 сертификатов по 499 ледяных звезд до вторника. Поэтому обязательно заходите в мой телеграм-канал и принимайте участие. Спасибо каждому за активность, лайки и комментарии. Именно ваша поддержка помогает развивать канал. А на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.